Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Лермонтовский проспект. The next station is Lermontovsky Prospect.
Всем привет, с вами я, СМЗ. Это рубрика «Путешествия по Москве. Новые станции метро». С 1966 года жители современного района Выхино-Жулебино имели большие транспортные сложности. Все дело в том, что конечной станцией на Таганско-Краснопресненской линии была станция Выхино. Являлась самой перегруженной станцией в московском метрополитене. Но иногда некоторым вещам приходит конец. И этот конец настал. Открыты станции Лермонтовский проспект и Жулебино, которые взяли на себя часть пассажиропотока со станции Выхино. Станция Лермонтовский проспект, станция Таганско-Краснопресненской линии метро, имеющий переход на станцию Косино Некрасовской линии и выход к железнодорожной платформе Косино Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги. Открыто в составе участка Выхино-Жулебино 9 ноября 2013 года. Выход на Лермонтовский проспект, Хвалынский, Жулебинский бульвары, Пронская улица. Станция названа в честь одноименного Лермонтовского проспекта. Проспект вошел в состав Москвы в 1986 году уже со своим нынешним именем. К этому времени уже существовала Лермонтовская площадь. Первоначально встал вопрос о переименовании нового проспекта в связи с его одноименностью. Однако комиссия Моссовета как раз в 1986 году вела оживленные бои с архитекторами по вопросу возвращения площади и станции метро название «Красные ворота». Станция «Красные ворота» именовалась как Лермонтовская с 1962 по 1986 год. Поэтому Лермонтовский проспект в районе Жулебино решили не трогать. А площадь частично же переименовали только в 1992 году. Лермонтовский проспект назван в честь русского поэта, прозаика, драматурга и художника Михаила Юрьевича Лермонтова. Одним из его известных произведений «Герои нашего времени» или «Мцыри». Лермонтовский проспект оказался удачно расположен в направлении усадьбы Тарханы, где и прошло детство Михаила Юрьевича Лермонтова, что создало вместе с Тарханской улицей в том же Жулебине своеобразный топонимический куст, связанный с именем поэта. Станция открыта для жилых кварталов и жилых районов, которые ждали с 1966 года, а открытие состоялось только в 2013 году. Отправляемся дальше. Следующая станция Жулебино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Жулебино. The next station is Žulevinas.
Станция Жулебино, станция Таганско-Краснопресненской линии метро, открыта в составе участка Выхино-Жулебино 9 ноября 2013 года. Выход на Жулебинский бульвар, улица авиаконструктора Миля, генерала Кузнецова, маршала Полубоярова, Тарханская. Станция названа в честь бывшей одноименной деревни Жулебино. Деревня Жулебино упоминается в 1645 году, хотя возникновение этой деревни относится к 1499 году. Свое название она получила от представителя боярского рода Андрея Тимофеевича Астеева, который имел прозвище Жулеба, которое обозначал «хитрец». В 1929 году создается Ухтомский, а впоследствии Люберецкий район, центром в городе Люберцы, куда входили деревни Выхино и Жулебино. Позже в Жулебино был создан колхоз имени Третьей Пятилетки. Деревня была включена в состав Москвы в 1985 году. Станция открыта для жилых кварталов и жилых районов. Еще раз повторюсь, что станция Выхино была открыта в 1966 году, Лермонтовский проспект Жулебино в 2013 году. Отправляемся дальше. Следующая конечная станция Котельники. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Котельники. The next station is Kotelniki.
станция Котельники, конечная станция Таганско-Краснопресненской линии метро, имеющая выходы к автобусам до аэропорта Жуковский. Открыта 21 сентября 2015 года. Это единственная станция в московском метрополитене, имеющая выходы сразу в 3 города. Город Москва, район Выхино-Жулебино. Город Люберцы, Московская область, микрорайон Городок Б. И город Котельники, Московская область, микрорайон Опытное поле. Выход на Новорязанское шоссе, улица маршала Полубоярова. Вот сейчас я нахожусь на территории города Котельники. По сути, станция Котельники является пограничной между 3 городами, а названа в честь подмосковного города. С названием города связано несколько легенд. Одна из них гласит, что давным-давно на территории Котельников остановились на отдых военные войска Дмитрия Донского. Это случилось, когда они направлялись к Куликовому полю. Там же произошла знаменитая Куликовская битва в 1380 году. И варили они на привале своем кулеш в котлах, и отсюда произошло название местности. А вторая легенда повествует о том, что название Котельники произошло благодаря своему рельефу. Здесь было много низин и болот, называвшиеся в давние времена котлами. Город Котельники – это бывшая одноименная деревня Котельниково. Впервые упоминается в 17 веке. В 1931 году около села вблизи песчаного карьера, это уже при советской власти, построен завод по производству силикатного кирпича. В 1938 году село Котельники, уже, так скажем, немножко переименовали, преобразовано в рабочий поселок. А в 2004 году поселок городского типа получил статус города. И сейчас город Котельники имеет, так скажем, свой плюс. Имеет единственную станцию от московского метрополитена и названа в честь его. Развитие Таганско-Краснопресненской линии метро уже закончилось. Пора рассказать историю ее развития. Давайте посмотрим сначала на название линии. Таганско-Краснопресненская. Наводит на мысль, что эта линия была построена за счет 2 радиусов от кольцевой линии. История нам это подтвердит. 31 декабря 1966 года открылся первый участок Ждановско-Краснопресненской линии. Это Ждановский радиус со станциями Таганская, Пролетарская, Волгоградский проспект, Текстильщики, Кузьминки, Рязанский проспект, Ждановская. С 1989 года Выхино. Через 5 лет, в 1971 году, Ждановский радиус продлевается. Нет, не на юго-восток, а в центр. Для Калужского радиуса это будущая Калужско-Рижская линия. И для Ждановского радиуса открыта общая станция Площадь Нагина. С 1990 года Китай-город. Китай-город являлся конечным для Рижского радиуса до 1972 года, для Ждановского радиуса до 1975 года. В 1972 году открылся второй радиус будущей Ждановско-Краснопресненской, ныне Таганско-Краснопресненской линии. Это Краснопресненский радиус со станциями Октябрьское поле, Полежаевская, Беговая, улица 1905 года, Баррикадная. Произошло соединение этих 2 радиусов в 1975 году, 17 декабря. Центральные станции Пушкинская и Кузнецкий мост соединили эти 2 радиуса. И образовалась Ждановско-Краснопресненская линия. А 30 декабря того же года открылся еще один участок Ждановско-Краснопресненской линии. Октябрьское поле планерное со станциями Щукинская, Тушинская, Сходнинская, планерная. Почему нету Спартак? Эту станцию начали делать, но законсервировали его в 1975 году по известной всем причине.
Станцию запретил открывать Леонид Ильич Брежнев по просьбе военных, потому что эта станция находилась на месте Тушинского аэродрома. После 1975 года никакого развития этой линии не ожидалось. Открывались переходы между другими станциями. Были проекты продления Ждановско-Краснопресненской на Таганско-Краснопресненской линии в сторону Жулебина в конце 80-х годов. Это во время перестройки. Однако распад Советского Союза помешал реализацию этого проекта. Вернулись к ней только в начале 2010-х годов. 9 ноября 2013 года долгожданный подарок для жителей района Выхино-Жулебино, станции Лермонтовский проспект и Жулебино. После почти 40 лет консервации в 2014 году в августе открыта станция «Спартак». Тушинский аэродром уже к этому времени уже не существовал. Его начали активно застраивать под жилье и под стадион «Открытие арены». Этот стадион уже известен тем, что принимал матчи Кубка Конфедерации 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Через год, 21 сентября 2015 года, открыта станция «Котельники». И на этом завершилось развитие Таганско-Краснопресненской линии метро. Какие были перспективы? Была только одна перспектива продления в Химки, однако эта перспектива вряд ли будет реализована. Ну а для тех, кто оказался впервые на данной местности, могут сразу задаться вопросами, где город Котельники, где город Люберцы и где город Москва. Пересечение Новорязанского шоссе и улицы маршала Полубоярова – это есть граница между Москвой и Московской областью. И для жителей района Выхино-Жулебино, город Люберцы и город Котельники имеется еще один вариант добраться до центра Москвы через метро. Но все равно еще часть жителей пользуются электропоездами, следующими до Казанского вокзала. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.